Вы молодцы. Что ж, приятного просмотра, дорогие мои. Астропоп. Эта игра была выпущена 30 марта 2004 года. Два режима игры – классический и выживание. В классическом варианте вам нужно набирать очки, открывать новые способности и проходить уровни. А режим выживания дает вам челлендж – продержаться как можно дольше и набрать максимальное количество очков. Чтобы облегчить себе задачу в режиме выживания, нужно проходить уровни в классической игре. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Bejeweled 2. Продолжение игры Bejeweled, выпущенное 5 ноября 2004 года. В отличие от первой части, у данной игры 4 стандартных режима. Классический, на время, пазл и бесконечный. Классический – это сюжетная линия, где вам нужно проходить уровни. Режим на время идентичен первой части. Вы должны набрать максимально возможный результат, пока шкала времени не закончилась. Ваше время – это шкала наполнения, чтобы перейти на новый уровень. Пазл. Вы должны решить несколько головоломок, чтобы перейти на другой уровень. И бесконечный режим. Собирайте очки, пока вам не надоест. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Big Kahuma Reef. Выступая здесь как дистрибьютор, игра вышла 22 декабря 2004 года. Классическая 3 в ряд. Два режима со временем и без. Примечательно, что вы можете сначала пройти уровень на время, а на следующий уже без времени, тем самым просто меняя режимы на каждом уровне. Также в игре по сюжету у вас есть аквариум. Чем больше уровень вы пройдете, тем больше рыб вы сможете поселить в этом аквариуме. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Brequest. Данная игра вышла 16 ноября 2004 года. Я не знаю, как называется этот стиль игры. Отпишите в комментариях, если кто знает. Два режима – квест и аркада. В квесте вы все так же проходите уровни и зарабатываете очки. В режиме аркада доступны пройденные уровни и разные подтипы для нее. Мое мнение об этой игре – она скучная. Пока что скучнее этой игры я еще не находил у PopCap. По геймплею вы и сами можете это понять. В игре отсутствует функция создания профилей для игроков. Feeding Frenzy. Игра про рыбу, которая должна сожрать других рыб, чтобы стать больше. Вышла 11 февраля 2004 года. Два режима. Новая игра, сюжетка и на время. В сюжете у вас ограниченное количество жизней. Если вы потеряете все жизни, то уровень начнется заново. В игре на время у вас нет ограничений на количество жизней, но вы должны как можно быстрее съесть всех рыб. По сути, оба режима повторяют друг друга по сюжету, но играются они по отдельности. То есть, если вы прошли условно 15 уровней в новой игре, то при открытии игры на время вы начнете с самого начала. В игре отсутствует функция создания профилей для игроков. Magic Match. Игра вышла в 2004 году. Цель игры – набрать достаточное количество очков, чтобы пройти на следующий уровень. В игре также есть дуэльный режим – против компьютера или против игрока. Лирическое отступление. В некоторых играх студии Reflexive Entertainment есть такая функция, как маус-пати. О ней я особо много не нашел, только то, что за одним компьютером могут играть до 8 человек. Цитирую. Вы можете играть на одном компьютере на бесконечном количестве уровней, благодаря включенному редактору уровней. Я ума не приложу, что это значит. Если вы найдете более толковое объяснение этому, напишите в комментариях. Rocket Ball. Игра про боулинг, выпущенная 4 ноября 2004 года. Это в прямом смысле симулятор боулинга и ничего более. Добавить нечего. Pixelus. Головоломка, выпущенная 15 июля 2004 года. В игре только один режим. Вы должны собрать недостающие кусочки пазла в виде блоков за минимальное количество шагов.
Вам никто не мешает пройти и за более количество, но для перфекциониста это будет трудно. Игра действительно заставляет подумать над действиями. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Cosmic Bugs. Cosmic Bugs. Данная игра вышла 9 февраля 2005 года, но, как и с Атомикой, другие источники утверждают, что вышла она 11 ноября 2004 года. Данная аркада заставит вас удивиться. Вам нужно заполнить игровое поле изнутри так, чтобы набрать максимально возможное количество очков, попутно уничтожив всех мешающих вам тварей. В игре более 500 уровней, не заскучать. Если вы проиграете на уровне, то можете начать с него же, вас не откидывает назад на несколько уровней. Не то, что в другой игре, о которой я поведаю чуть позже. В игре отсутствует функция создания профилей для игроков. Chazal. Chazal. Игра 3 в ряд, увидевшая свет 12 мая 2005 года. Кстати, вам тоже показалось, что чармики с них были скопированы. У игры 4 режима. Режим классический. Собирайте очки и проходите уровень без спешки. Режим на время абсолютно то же самое, но если вы будете медлить, то на одном из чазлов появится замок, что заблокирует движение всей цепи по вертикали и по горизонтали. Zen. Собирайте чазл в свое удовольствие. Через каждое определенное количество набранных очков вы будете получать стикер в виде разноцветного чазла. И последний режим. Головоломка. Вам нужно собрать узор, который изображен на панели действия. Чтобы пройти уровень, нужно собрать 5 таких пазлов. Выполняя определенные действия в игре, вы можете получить трофей. Например, я получил трофей за создание тройного комбо. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Heavy Weapon. Heavy Weapon. Игра в танчики, в которой вам предстоит сбивать вражеские самолеты и уничтожать бронетехнику. Вышла 24 февраля 2005 года. 2 режима игры, классический и на выживание. Классический режим — все просто. Проходите уровни, вешайте улучшения на свой танк и уничтожаете врагов. В режиме выживания у вас нет ничего. Вам нужно продержаться как можно дольше, уничтожая вражескую технику, и собирать падающие с неба улучшения. В игре отсутствует функция создания профилей для игроков. Pizza Frenzy. Pizza Frenzy. Симулятор доставщика пиццы, вышедшая 2 февраля 2005 года. 3 режима игры. На время, Memory Mode и на внимательность. На время. Как можно быстрее и безошибочно доставлять заказы клиентам. Memory Mode. На экране появляется несколько клиентов с их предпочтениями. Вы должны запомнить и отправить им нужную пиццу. На внимательность. Вы должны отправлять заказы строго в том порядке, в котором они появляются на экране. В игре есть воры, которые крадут ваши пиццы, и жулики, которые не платят вам за выполненный заказ. Также есть странный тип. Если вовремя не доставить ему заказ, он изменит его. Также есть знаменитость, которая заплатит за заказ вдвое больше. Еще есть одна дама, которая изменит все заказы на экране на ее собственный. И банкир, который соберет за вас деньги, если вы не успеваете. Я думаю, там еще есть много других персонажей, которые как облегчают, так и усложняют прохождение. При выполнении комбо, это более 5 пиц одного типа за 10 секунд, вы можете улучшить ваш допинг до следующего уровня. Тем самым улучшенный допинг будет вам приносить больше денег. Улучшение остается с вами навсегда. Также в игре есть редактор собственных пиц. Прохождение мини-игр и покупка новых типов топпинга присутствуют. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Кстати, раз уж вы досмотрели до этого момента, призываю вас всех подписаться. Так вы сделаете приятно мне и сами не пропустите новые видео. Договорились? Продолжим. Bonnie Bookstore. Bonnie Bookstore. Очень похожа на игру Bookworm. Она вышла в свет в 2006 году. И опять нестыковка. Некоторые источники утверждают, что вышла она 28 ноября 2005 года. 2 режима игры. Классический и на время. В классическом режиме вы ограничены количеством ходов. Одно слово, один ход.
В режиме на время у вас ограничение по времени, по истечению которого сеанс завершится. Цель ваша – закрасить поле в зеленый цвет. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Bookworm Adventures. Bookworm Adventures. Продолжение в фэнтезийном сеттинге Bookworm с переработанной механикой, появившейся на полках магазинов 28 ноября 2006 года. Игра представляет собой бои с противниками, где вашим главным орудием выступает ваш словарный запас. Тайлы, из которых по возможности нужно составлять длинные слова, разные бафы и зелья. В игре 3 режима: приключения, мини-игры и арена. Зал славы – это таблица лидеров, а сила знаний – это библиотека, где собраны все вами побежденные враги. Режим приключения – это прохождение сюжета по уровням, классика. Режим арена – вы должны побеждать боссов и не давать им перехватить инициативу. Это можно сделать только одним способом – победить до их первого удара. Мини-игры представляют собой 3 режима: World Master, Letter Rip и Lick and Spell. World Master – собрать 4 слова так, чтобы у вас было достаточно нужных букв, чтобы получить приз, собрав 5-е слово. Letter Rip – за определенное количество времени вам надо составить из ограниченного количества букв столько слов, сколько возможно. Link and Spell – составить как можно больше слов из имеющихся букв. Буквы можно и нужно использовать повторно. Если вы сделаете все буквы на поле золотыми до истечения времени, вы будете вознаграждены. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Cake Mania. Cake Mania. Вышла она 28 февраля 2006 года. Игра для девочек, где вы должны как можно быстрее собрать заказы и продать их клиентам, пока те не разозлились и не ушли. За вырученные с продаж деньги вы можете улучшить свое оборудование. Только один режим – сюжетный. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Dina Dash. Dina Dash 2. Похожая игра на предыдущую, только здесь мы играем за девушку-официантку. Игра вышла 18 января 2006 года. Все то же самое, только другие действия. Суть та же. 2 режима игры – классический и бесконечный. В бесконечном режиме вы должны выполнять заказы посетителей до тех пор, пока ресторан не останется без единой звезды. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. It's Hunger. It's Hunger. It's Emotional. Игра «Доведи инопланетянина до детали пазла» увидела свет 27 марта 2006 года. Игра делится на уровни, где нужно решать головоломки и заставить Итса пройти до части пазла. Также вы можете создавать свои собственные уровни. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Feeding Frenzy 2. Feeding Frenzy 2. Продолжение игры Feeding Frenzy, которая вышла 6 февраля 2006 года. Я ничего не могу добавить. Она один в один повторяет предыдущую часть. Не рекомендую в нее играть. Hammerheads. Hammerheads. Игра «Убей крота» вышла 23 мая 2006 года. Когда я разбирал Cosmic Bugs, то упомянул, что здесь можно начать уровень заново в случае проигрыша. В этой игре все не так. Каждые 5 уровней вам дадут возможность сохраниться. Если проиграете на 9 уровне, то вы начнете с контрольной точки, то есть 6 уровня. Цель игры – сломать гномов. Кто-то легкий, кто-то бронированный, у кого-то жизнь больше, а есть гномы-обманки. Улучшать свой молоток вам дадут в рандомный момент игры. Также есть игра на выживание, где нужно сломать как можно больше гномов, пока ваши жизни не закончатся. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Ijo Pop. Ijo Pop. Бродилка по лабиринту, выпущенная в августе 2006 года. В который раз я удивляюсь тому, что некоторые игры совсем не совпадают по датам. Вторая дата выхода этой переплюнула предыдущие в разы, ведь она вышла в 2004 году. Непонятно, что творится иногда у таких вот проектов. Цель игры – доставить пуфиков к своим домам. Чем длиннее цепочка, тем лучше. Вам нужно будет не только не дать монстрам схватить ваших идущих хвостиком пуфиков, но и вас самих. Управление у этой игры отвратительное, но научиться, думаю, можно. Ретро-режим откроется только тогда, когда соберете 15 серебряных медалей. Но вот только как их собрать, я так и не понял. Пока записывал вам футажи игры, я собрал 3 платиновые медали. По итогам у меня 6 платиновых, 3 золотые и 1 бронзовая медаль. Вот такие пироги. Каждый игрок может создать свой собственный профиль.
Mysterious Solitaire Secret Island. Mystery Solitaire Secret Island. Классический солитер в красивой обертке, вышедший в 2006 году. Дальше 4 уровня не прошел, ибо игра вылетела. Суть не меняется. Собирайте солитер за как можно меньшее количество времени и проходите уровни дальше. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Supercollapse 3. Supercollapse 3. Игра сильно напоминает Big Money. Вышла 11 мая 2006 года. Несколько режимов игры. Во время прохождения приключений уровни будут меняться, становясь пазлом, классикой, на время, стратегическими и другими типами режимов. Особо выделить здесь нечего. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Talismania. Talismania. Игра, где нужно связывать два или несколько одинаковых кранов путем поворота труб. Увидела свет 20 июля 2006 года. Два режима. История и герой. Герой ничем не отличается от истории, только тем, что там есть таймер. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. Cubis. Cubis 2. Слоган Cubis Together будет мне в кошмарах сниться. Первая часть этой игры никак не касается компании PopCap. Так вот, Cubis 2 вышла 2 февраля 2006 года. Три режима. Классический, квест и пазл. В режиме пазл вы можете выбрать любой доступный пазл из библиотеки и сыграть в него. Создать свой собственный пазл здесь также возможно. Цель во всех режимах одна – собрать кьюбисов так, чтобы их осталось как можно меньше на экране, или больше 95%. Каждый игрок может создать свой собственный профиль. World Harmony. World Harmony. Подобно Bookworm, вышедшая в 2003 году. Я честно не понимаю, почему иногда такой большой разбег между датами выпуска. Причем я отмечу, что 2006 год указан в англоязычной Википедии, когда на всех остальных сайтах 2003 год. Черт с ним. Три режима. Цунами, релакс и пазл. Игра на время, игра без времени и пазл. Ничего нового, ничего интересного. В игре отсутствует функция создания профилей для игроков. И это еще не все игры, о которых я хотел вам рассказать. Ведь в следующей части вы узнаете, как PopCap начала терять популярность, как она начала потихоньку издавать одно и то же, как FIFA, и одновременно с этим подарила нам легендарную игру для всех геймеров. Помните, более 100 лайков за 24 часа после выхода этого видео, и я начну делать новую часть незамедлительно. А если вы еще и подпишетесь, я буду только рад этому. Не прощаюсь, увидимся.